новых интересных знаний, отличных выходных. И хочу пригласить нашего первого спикера, очаровательную молодую девушку, которая уже топ-лидер нашей компании. Она поделится с удовольствием с вами своими знаниями. Я приглашаю Анетту Мартинсон. Анетт, пожалуйста. Good morning. Hello, everyone. Good morning, Доброе утро, evening, всем здравствуйте, and we are добрый день, from утро, different вечер. parts of Я the знаю, world. что все мы I can see присутствуем на myself. марафоне из различных стран мира. Я себя вижу в русской комнате видео. Как меня видно в английской комнате? Видно, отлично. Хорошо. Еще раз здравствуйте. Очень здорово быть сегодня с вами. Уже давно не виделись. Думаю, 3 недели назад я выступала, и я тогда провела одну из сессий. А затем другие спикеры изъявили желание и забрали все темы, классные темы, которыми они с вами делились. И я уже 4 недели мы ведем этот семинар. Очень классные темы, очень много уроков я сама извлекла и извлекаю всякий раз, когда я слышу наши темы. Я думаю, именно по этой причине мы здесь сегодня и находимся. Давайте перейдем к нашей следующей теме. Если вы не знаете, кто я такая, меня зовут Анетт Мартинсон. Я сама из Латвии, но живу в Лондоне, являюсь членом лидерского совета, тренер, выпускник тренинга, мастер-профи, сертифицированный тренер, международный спикер, частный инвестор, предприниматель, член Ассоциации Генерала Мира за мир, а также у меня есть опыт в продажах и развитии бизнеса. Мне нравится путь, на который я встала. Я надеюсь, вам тоже он нравится. Я вижу очень много бурной деятельности, которая сейчас проистекает в социальных СМИ и в тех группах, куратором которых я являюсь. Я надеюсь, вы сделали уже физическую прокачку и разослали сообщения благодарности своим близким, друзьям, членам семьи. Поставьте плюсик, если вы это сделали, и поставьте минус, если вы этого не сделали, поскольку я это сделала. И не знаю, ребята, такие ли же вы получаете ответы, как и я, потому что когда я отправляю сообщение «Спасибо за то, что ты в моей жизни, спасибо за то, что ты делаешь, я не хочу терять тебя как друга или как коллегу», мне постоянно отвечают, говорят: «Все ли нормально, Анетт? Все хорошо?» Люди начинают беспокоиться, почему вдруг человек ни с того ни с сего начинает благодарить, иногда даже перезванивают и спрашивают, все ли нормально. Надеюсь, вы это тоже сделали, поскольку иногда можно, знаете, сделать день человека, то есть улучшить его, можно привнести немного счастья и радости в день человека, в жизнь человека. Вы же не знаете, что происходит в этот момент с человеком, когда вы ему отправляете этот положительный посыл. Помните, какие чувства вы ощущаете, когда вы получаете что-то аналогичное. Поэтому обязательно не забывайте отправлять, рассылать положительную энергию в мир. Она обязательно к вам вернется. Поскольку лучше давать, чем брать, согласитесь. Ну что ж, давайте начинать. Сегодня я должна провести интервью с нашими слушателями и узнать, как же у вас идет марафон, как вы справляетесь, знаете, иногда довольно большим объемом домашней работы, как вам удается с ней справиться, и в целом, какие у вас успехи. Так, кто хотел бы быть моим первым собеседником? Я вижу только русскоязычные, англоязычные чаты. Если кто-то поднимает руки в других чатах, пожалуйста, помогайте мне. Я хотел бы послушать всех, В и итальянцев, итальянском и чате ирландцев, есть. и, может, и у нас из Америки.
Всем добрый день. И кто это у нас в итальянском чате? Расскажите. Или с кем мы сейчас беседуем? Здравствуйте, меня слышно? Allo, как меня слышно? Sì, la sentiamo, può parlare. Итак, я бы хотела ответить на ваши вопросы. Меня зовут Стефано Самбатаро, я из Сицилии. Я участвую в этом марафоне. Мой ранг на данный момент консультант. И что касается домашнего задания, могу сказать, что я в прогрессе, что я как раз этим всем занимаюсь. Но мы должны также помнить, что помимо этого марафона у нас есть и какая-то своя параллельная деятельность. Но несмотря на это, мы действительно посвящаем очень много сил марафону, чтобы вырасти также, вырастить нашу сеть, развить ее. Я бы сказала, это на самом деле самый настоящий марафон. И даже иногда сложновато всегда двигаться вместе с вами. И что касается лично меня, я не могу сказать, что сессии, они как бы не очень тяжелые для меня. Но для меня сложно именно выполнять качественно домашнее задание и быть с вами как бы на одной волне. Но также важно, я понимаю важность, что мне это необходимо, потому что в будущем мне это все понадобится. В любом случае, я считаю, что эта система вообще сети очень интересная, и я надеюсь, что мы сможем продолжить в том же, скажем, в тех же рамках, и я думаю, что я изъяснился довольно понятно. Скажите, есть ли у вас ко мне какие-то вопросы? Большое спасибо, Стефана, за вашу обратную связь. Я разделяю ваши же ощущения, у меня были такие же эмоции. Я помню, что когда я прошла свой первый мастер-профи в 2016 году, это как процесс, который преобразовывает нас, который трансформирует, преобразовывает наше мышление, наш разум. Естественно, это не происходит за один день, или даже за неделю, или даже за месяц. Чтобы стать профессионалом в этом бизнесе, необходимо несколько лет. Но я очень рада слышать, что вы на пути достижения своего конечной цели, что вы прогрессируете и что вы не ссылаетесь на нехватку времени, чтобы что-то не делать. Молодец. Очень часто нам сложно выполнить какие-то задачи, и мы начинаем сами себя саботировать. Ой, чего мне это делать, это сложно, нет времени, у меня сейчас другие приоритеты и так далее и тому подобное. Если мы будем придерживаться своих обязательств, если мы подпишемся под тем, чтобы определенное количество времени ежедневно, еженедельно посвящать достижению наших целей, то вы достигнете этих целей. Хотелось бы задать вам вопрос вот касательно преобразования, трансформации. Как вы себя ощущаете? Вот сравните себя 4 недели назад и вот сейчас, 4 недели спустя начала марафона. Чувствуете ли вы, что что-то преобразовалось? Может, уже какие-то новые ощущения появились, новое сознание? Quindi stiamo aspettando la risposta. По-итальянски сказала, ждем ответа.
К сожалению, у меня была техническая заминка, поэтому я не слышала вашего вопроса. Поэтому прошу вас еще раз переформулировать вопрос. Давайте сейчас мы повторим Стефану еще раз вопрос, потому что он не услышал. Без проблем. Давайте. Вот вопрос мой такой. Вот, Стефана, расскажите нам, как вы себя ощущаете по истечении 4 недель? Чувствуете ли вы, что вы уже преобразились по сравнению с тем, каким вы были, как вы думали, или как вы смотрите на вещи 4 недели назад и сейчас? Вот сравните себя. Конечно. Преобразовались ли вы? Было изменение. Я хотел бы сказать также о моем развитии, потому что сначала я был обычным агентом НЭМ, а сейчас марафон позволил мне пройти вперед и перейти к консультанту. Также мне это был как бы толчок, чтобы выполнять свою работу лучше, чтобы идти вперед и таким образом развивать мою сеть, то есть работать больше с глубиной. И таким образом я получал благодарность. Абсолютно, я подтверждаю, что я получил большое развитие во время этого марафона. Также я проходил мастер-профи, но участие в марафоне 260 мне помогает углубить мои знания, какие-то даже темы, которые мы проходили на мастер-профи, здесь даются глубже. То есть я вижу улучшение за эти последние 4 недели, и я уверен, что это будет еще больше результат, когда я дойду к концу, когда я дойду до финиша. Это просто нереальный успех прямо на старте. Также мы должны помнить, что это первый марафон, который вообще был создан и в котором я вообще участвую. Я никогда в жизни не видела что-то похожее. Поэтому, ребята, я вам всем говорю о том, что вы не должны оборачиваться назад и всегда идти вперед. Если вы будете участвовать в каких-то других, будете организовывать другие марафоны, я с удовольствием буду дальше участвовать, потому что я уверен, что я узнаю еще что-то нового. Потому что многоуровневый маркетинг не так известен вообще во всем мире, и всегда мы можем найти в нем что-то новое. И также для себя найти какую-то новую работу. Поэтому не знаю, как удовлетворяет вас вообще мой ответ, либо нет, но вот это мое мнение. Отлично, большое спасибо, Стефана. Великолепный ответ. Ребята, если вы разделяете мысли, ощущения Стефана, поставьте плюсик или единичку, потому что именно это я и хотела услышать. Всего 4 недели прошло, и я вот сама, как куратор своей группы, могу видеть, как многие люди становятся, растут, знаете. Вы знаете, как бабочка, да, она из кокона становится красивой бабочкой. И я вижу многие люди, которые не могли собраться с духом и начать свой рост. Да? А люди сейчас уже идут в мир и делятся. Всего 4 недели прошло, и вот Стефана говорил, что я даже представить себе не могу, что будет по истечении 8 месяцев. Мы создаем сообщество успешных, счастливых, умных, амбициозных людей. И я так рада, ребята, слышать от вас такую обратную связь. И желаю вам всего самого хорошего. И не сдавайтесь, никогда не оглядывайтесь. Хорошо? Давайте двигаться дальше, поскольку хоть мы здорово проводим это время, время летит. Поэтому сейчас у меня есть возможность проверить ваше домашнее задание. Даже не проверить, спросить вас, да, как вы с ним справились, как вы попрактиковали это, поскольку я обратила внимание, что чтобы преобразовать мышление,
необходимо зарядиться энергией, впустить эту энергию в себя. Мы все хотим стать лидерами, успешными людьми. И, ребят, если у вас есть деньги, и вы можете купить новую машину, и вы сидите в этой машине, вы же не станете только из-за этого новым человеком. Если у вас есть деньги, и вы купили новый дом, новым человеком вы от этого не станете. Что вас делает новым человеком, это образ мышления, то, как он изменится. Поэтому, ребята, то домашнее задание, которое вы делаете, оно вам помогает делать эти маленькие шажочки к тому, чтобы приобрести новый образ мышления. И если вы видите трансформацию, преобразование внутри вас, вы увидите, что и снаружи все будет преобразовываться. Поэтому, знаете, как говорят спортсмены, что пробегите еще один дополнительный километр. Так вот, перенесите это на свою работу, на свою жизнь. Всегда делайте еще один дополнительный шаг по направлению к своей цели. Вы знаете, очень часто такие вещи, они действительно выводят нас из зоны комфорта. Но помните, что когда вы выходите из зоны комфорта, именно тогда происходит рост, именно тогда происходит ваше развитие. Вы становитесь новой версией себя. Поэтому уделяйте время домашнему заданию, полчаса хотя бы. А теперь давайте послушаем кого-нибудь, кто хотел бы мне рассказать о том, как вы справились с домашним заданием. Получилось ли у вас В русском прописать чате на у нас есть память человек. 8 правил? Анастасия, вы Хорошо, можете сейчас говорить. Добрый день всем. Подождите, дайте закончить Аннет, да, и вы начнете. И очень важно навыки, получаемые, практиковать в ежедневной жизни, использовать на практике. Хорошо? Давайте теперь послушаем нашего Анастасию, да, если не ошибаюсь. Да, добрый день. Благодарю, Аннет. Спасибо, друзья, хочу сказать всем участникам этого марафона за поддержку, за то, чем вы делитесь, наших всех топов, потому что действительно это неоценимый вклад в каждого из нас. И это вклад в общее развитие общего дела и лично каждого. И для меня это просто сейчас уникальная возможность действительно меняться, снова выходить на новый уровень. По поводу домашнего задания я поняла такую вещь, что вот 8 правил частного инвестора. Казалось бы, мы их все знаем, мы им следуем, но вот именно обратив на это снова внимание, то есть оно у нас затирается, то есть уже привычка, кажется, что мы знаем, но когда мы снова обращаем концентрированно на это внимание, то мы выясняем, в чем провал, в чем пробел. То есть я поняла, что я не соблюдаю инвестиционную дисциплину. То есть я стараюсь всегда инвестировать, но не соблюдаю именно дисциплину инвестирования. И вот благодаря последней сессии я снова обратила на это внимание и начала вот сейчас на это активно, в общем, написала план своего финансового развития и поняла, что на этот год он у меня изменился. И вот это тоже рост, и тоже благодаря марафону новые открытия, новые инсайты. И еще раз благодарю всех спикеров и всех участников. Отлично. Большое спасибо, Анастасия, за вашу обратную связь. А не могли бы вы сказать, какое же правило ваше самое любимое в 8 правилах частного инвестора? Мое правило самое любимое – это, конечно же, всегда обучаться во всем, и инвестированию, и просто обучаться всегда. Хорошо, здорово. Большое спасибо, Анастасия. Продолжайте в том же духе, практикуйтесь, зачитывайте Спасибо. эти 8 правил вслух каждое утро.
и они действительно отпечатаются в вашем разуме. И помните, что если вы другим будете говорить об этих 8 правилах, даже если не о них говорите, а просто вот если вы беседуете с кем-то, вы скажете: «О, вы знаете, а я недавно слышала о 8 правилах, хотите узнать?» И действительно, если вы будете постоянно поднимать эту тему, все больше и больше людей захотят о них знать и захотят обучаться. Кто-нибудь еще хочет поделиться со мной тем, как вам удалось справиться со своим домашним заданием? Я вижу там Тамена Алему Джамеда. Как я могу активировать ее микрофон? Или, может, Тамене Алему Джамеда. Здравствуйте. Здравствуйте. Как слышно меня? Это Тамене. Здравствуйте. Здравствуйте, Анет. Как у вас дела? У меня все хорошо, спасибо. Я назвал вас Янет, но правильно Анет. Ага. А я неправильно, я говорил Янет. Извините за это. Я помню, что вы уже проводили тренинг, и я помню, как вдохновился этим тренингом. Помните, нас, когда вы тогда тренинг проводили, нас было не так уж и много, а сейчас нас тысячи. Вот как мы выросли. Здорово, это просто великолепно. И этот рост, он каждый день виден. И я очень рад, что сейчас есть возможность видеть всех наших лидеров. И сегодня мне предстоит встреча с 2 новыми людьми. И эту встречу я смог организовать благодаря вот тем навыкам, которые я получил в этом марафоне. И я уже примерно представляю, что я буду им говорить. Помните, у нас был с вами тренинг. Ну, знаете, да, мы могли бы, конечно, об этом с вами поговорить, но давайте придерживаться нашей структуры. Так вот, мой вопрос для вас. Вам удалось выполнить домашнюю работу? Легко ли вам запоминать все то, что вы узнаете? Вот, к примеру, 8 правил частного инвестора. Удалось ли вам составить свой финансовый план? Да, мы сейчас очень много времени и усилий вкладываем в домашние задания. Вот мы действительно выучили 8 правил частного инвестора. Я помню, даже курс отдельный проходил по этому. И, естественно, мы смогли прописать эти правила довольно легко. Что касается финансового плана, мы работаем над ним, попытаемся в скором времени его закончить. Мы уже довольно много, большую часть его сделали. И мы, знаете, вот на этом марафоне, чем он хорош, что мы здесь сами студенты, но мы потом передаем полученные знания своим сверстникам и получаемся сами тренерами. Хорошо, а какое ваше любимое правило? Там есть вот правило по планированию, это вот самое мое любимое правило. Большое спасибо за вашу обратную связь. Желаю вам самого хорошего. Растите, продолжайте в том же духе. У нас очень серьезная, важная миссия, но благодаря хорошим знаниям, правильным знаниям мы вместе сможем добиться ее выполнения. Спасибо вам. И вот, ребят, прежде чем я закончу эту часть нашей сессии, хотелось вам сказать, я вот обнаружила, что для среднестатистического человека, чтобы понять что-то новое, иногда необходимо 7 раз увидеть это, услышать, прежде чем они действительно поймут. Поэтому, ребята, если вы делитесь этой возможностью с другими людьми, а они сразу отказываются или не воспринимают, не отчаивайтесь.
делайте это и второй, и третий, и четвертый раз, поскольку среднему человеку, чтобы что-то воспринять, понять, необходимо прочитать, увидеть, услышать 7 раз это. И если вы уже 6 раз пытались поговорить с человеком или донести ему какую-то идею, сделайте это 7-й раз. Возможно, именно этот раз окажется тот, когда человек действительно готов будет воспринять и открыть свой разум для этого. Поскольку действительно они должны понять и оглянуться на ту жизнь, как они ее прожили, какие у них ошибки там были. И вот появляетесь вы в их жизни, и вы им говорите, что есть другой способ. И, пожалуйста, проявляйте терпение, даже если вы уже 3-4 раза. Некоторым 3-4 раз хватает, а некоторым надо все 7 раз услышать одно и то же. Ребята, спасибо, что слушали меня. Я вот прям чувствую, что заряжена энергией, и надеюсь, что вы тоже получили. Для вас наши студенты, которые сейчас дали интервью, послужили источником вдохновения. Пожалуйста, не отчаивайтесь в себе, не сомневайтесь в себе, поскольку действительно необходимо время. На многие вещи необходимо время. Время и практика. Сейчас мы уже подходим к... Уже пятница, конец недели. Подходит время презентаций, вебинаров. В следующую неделю давайте будем начинать с положительной ноты, с новой страницы. Теперь я хотел бы пригласить своего великолепного коллегу, который всегда улыбается, никогда не видела, чтобы он злился или печалился. Невероятный лидер. И тоже вырос из маленького ребеночка в топ-президента нашей компании. И я хотел бы, чтобы все поприветствовали Харвинда Синха. Получите, пускай послужит он вам источником вдохновения, каким он был для меня. Он мой друг, мой коллега, часть моей семьи. Большое вам спасибо, ребята. И надеюсь, скоро вас увижу. Желаю вам хорошего конца презентации. Большое спасибо, Анет. Великолепная речь и очень важную информацию вы с нами поделились. И большое тебе за это спасибо. А теперь давайте перейдем к следующей очень важной теме, которую мы будем сейчас обсуждать. Давайте я расскажу вам сначала о себе. Если вы меня не знаете, меня зовут Харвиндер Сингх. Я представитель президентского совета. Также я президент по партнерской программе потребительского сообщества NEMI, сертифицированный тренер, мастер-профи и ведущий гений финансов. А также я являюсь членом ассоциации «Генералы мира за мир», лидер компании в Индии, предприниматель, спикер и профессиональный инвестор. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о 7 фундаментальных шагах, которые приведут вас к успеху. Это следующий слайд. Еще их можно назвать 7 основных шагов или 7 этапов, которые приведут вас к успеху. 7 даже слов, назовем их. Сейчас давайте пройдемся по каждому из них. Первое слово – желание. Что же такое желание? Я думаю, у всех есть желание. Вот можете сказать, написать в чате, какое ваше желание, сокровенное желание в жизни? Вот пишут: финансовая свобода, успех, богатство, счастье, чистая вода для всех людей,
здоровье, стать миллионером, финансовая свобода, Галина написала, рост, богатство, успех, счастье, Мария Дель Пилар. Здорово. Собственный дом, я вижу, написано. Хорошо. Давайте поговорим о важных вещах, которые могут казаться одинаковыми, но тем не менее они имеют разное значение. Вот одним из таких словом является желание. И как же желание отличается, например, от страсти, страстного желания, мечты, эмоций? Простой пример. Смотрите. Возможно, у вас есть желание. Я хочу, например, купить себе Феррари. То есть вы о чем-то подумали и забыли об этом. Это просто желание. Что-то мимолетное. А что же такое страстное желание? Например, желание – это Феррари, да? А уже страстное желание – это что-то, что заставляет вас думать о себе более чем один раз. То есть вы постоянно возвращаетесь к этой мысли. Не просто мимолетная мысль, но это желание, которое заставляет вас информировать себя об этой вещи, да, например, вы начинаете больше читать в интернете, какие-то журналы, например, начинаете интересоваться ценой того самого Феррари, может, технические характеристики начинаете изучать. И после всего этого ваше желание становится страстным желанием, как жаждой. И затем ваше страстное желание становится мечтой. И для меня мечта – это когда вы становитесь одержимы чем-то. То есть вы становитесь одержимы своим страстным этим желанием. Когда чем бы вы ни занимались, работаете вы, отдыхаете, даже если вы спите, вы постоянно думаете об этом. Согласны? Если согласны, поставьте единичку. Хорошо, спасибо большое. Единогласно. Если мы прошли через этих 3 шага, 4-м является мыслительный процесс. Что же такое мыслительный процесс? Мыслительный процесс – это когда вы свою мечту уже облекаете во что-то более конкретное. Например, если вы думаете о Феррари, вы уже начинаете представлять себе конкретную модель. Например, открытый, да, Феррари, это может быть типа кабриолет, да. Это может быть Феррари, там, который разгоняется до 100 километров там, за энное количество секунд. Такой-то двигатель, столько цилиндров. То есть вы это сами уже начинаете для себя конкретизировать. После того, как вы прошли через мыслительный процесс, мы проходим через этап эмоций. Кто-то назвал, что эмоции, вот если нам разобрать английское слово, это энергия, а эмоции, motion, это движение. Это энергия, которая приводится в движение. И, например, когда вы закрываете глаза, вы представляете себе этот автомобиль, как вы в нем уже сидите,
как вы сидите за рулем, вы движетесь очень быстро, вас переполняют эмоции. И эти эмоции уже переводят вашу мечту из области, из царства фантазий в мир реальности. И это уже является ступенькой к следующему шагу. А следующий шаг – это действие. К примеру, вы просыпаетесь утром, и эмоция, она настолько сильна, что вам не остается другого выбора, как принимать действия, действовать. Настолько вы сильно переполнены, настолько сильно она вами движет. А когда вы начинаете принимать действия, приходит успех. Успех приходит, если вы предпринимаете положительные действия в нужном направлении. Теперь видите, как желание, через какой путь оно должно пройти, чтобы привести к успеху. Вот они, 7 магических, я бы сказал, слов или выражений. Если вы понимаете теперь это, поставьте единичку. Здорово. Отлично. Хорошо. Спасибо большое. Большое спасибо. От всего сердца вас благодарю за вашу обратную связь. Если вы прошли через эти 7 основных шагов, вот вам 3 примера, живых примера людей, которые являются живым подтверждением моих слов. Вот те люди, которые преодолели все препятствия в своей жизни и добились успеха. Они преобразовали свои мечты в реальность. Это люди, которые не перечитывают чью-то еще историю, они творят свою собственную историю. Если они это смогли сделать, представьте, что мы можем, на что мы способны. Поставьте единичку, если вы готовы творить свою собственную историю. Ой, ребят, спасибо большое. Я вижу, что все мы придерживаемся единого мнения. Я горжусь вами. Помните о золотом правиле. Следующий слайд. Что самые темные ночи дарят самые яркие звезды. Следуйте этим 7 волшебным словам, 7 основным шагам. Как желание приводит к успеху, и тогда вы добьетесь 100% успеха в своей жизни. Согласны? Поставьте единичку. Спасибо большое. Большое спасибо
за ваше терпение и за ваше время. А сейчас я хотел бы пригласить еще одного спикера, который изменил жизнь тысячи людей, жизни тысячи людей по всему миру. И я один из этих людей. Можете угадать, о ком идет речь? Уже в русском поставили слайд. Ну, тогда этот вопрос для англоязычного чата. Да, ну, угадали, молодец, молодцы. Давайте пригласим динамическую личность, которая расскажет вам о еще одной теме. Драгош Станчу из Италии. Драгош, тебе слово. Спасибо вам, ребят. Спасибо большое, Хэри. Вы знаете, это очень важная сессия. И поэтому необходимо мечтать, необходимо действовать. И также нам нужно отличаться от других людей. Мы должны быть такими людьми, которые придают ценность своим действиям и своей жизни, потому что если у нас нет мечты, мы не сможем существовать. Итак, я представлю для тех, кто меня не знает. Меня зовут Драгош Станчу. Я представитель президентского совета. Также я являюсь президентом по партнерской программе потребительского сообщества NEMI. Сертифицированный тренер, мастер-профи и ведущий гений финансов. Также я являюсь членом ассоциации «Генералы мира Замер». Я лидер компании в Италии, предприниматель, спикер и профессиональный инвестор. И давайте сразу же перейдем к следующему слайду. Что же я вам хотела сказать? Моя тема очень хорошо связывается с темой, которую вам сейчас рассказал Гэри. Этот курс я проходил первый раз в Малайзии. Во время саммита. Потом этот курс был еще раз проведен в Риме. И вы знаете, я никогда не устану повторять вам, насколько он важен, чтобы достигнуть вашего успеха. Если вы прочитали достаточное количество книг о мотивации, например, книга «Секрет», либо «Ключ», либо «Думай о себе и помоги себе разбогатеть», любые книги, которые касаются мотивации, внутри каждой книги вы найдете ключ к успеху. Вы знаете, я достал все ключи из всех тех книг, которые я прочитал. Там успех рассказывать представлен в каждой книге по-разному. И я все эти ключи сконцентрировал. Я их сконцентрировал в треугольнике. Очень сильной форме. Потому что треугольник, как мы знаем, у него одинаковые стороны, и эти все стороны очень сильные. И его очень сложно каким-то образом разрушить, эту форму. Давайте перейдем к следующему слайду. Итак, что же мы поместили? Вверху у нас есть цель.
Затем в центр мы поместили план. И в основу треугольника, самая большая часть треугольника и важная часть — это действие. Это действие, которое мы должны выполнять. Итак, давайте дальше. Следующий слайд. Я бы хотела вам привести один пример. Вот эти три компонента, как мечта, план и действие, это идеальная форма, которая поможет достигнуть нам успеха. И цель, план и действие — и они не могут работать самостоятельно, они должны быть в связке между собой. Итак, пример. Я вас прошу, вы только все записывайте. Если у меня есть в голове цель, например, построить виллу, и я действительно в голове ее представляю, какой она должна быть, сколько у нее должно быть этажей, что у нее должно быть 3 туалета, например, бассейн, сауна, огромная гостиная. Обязательно должен в ней быть спортзал. И, конечно же, должен быть огромный гараж, куда я поставлю большую машину. То есть я действительно представляю все до мелочей, как устроено в этой вилле. Обязательно должен быть сад. Я все это визуализирую в моей голове. И затем я перепрыгиваю этап плана. То есть я, например, не обращаюсь к архитектору и пропускаю вот этот этап, который называется план. И сразу отправляюсь в компанию, которая застройщик строит такие виллы. И я им рассказываю, что у меня в голове, рассказываю вот эти все картинки, которые я себе представляю. И говорю строителям, чтобы они начали действовать, начали строить мою виллу. Построить стену справа, построить стену слева, сделать крышу. В любом случае, я им говорю, давайте, ребята, действовать, стройте мой дом. Пожалуйста, теперь поставьте единичку, если вы считаете, что возможно достигнуть успеха без плана. То есть вы согласны, что необходимо также иметь план для достижения нашего успеха? Окей. Итак, теперь я вам сейчас приведу еще один пример. То есть у меня всегда в голове план, то есть каким образом будет выглядеть мой дом. То есть есть моя мечта, цель. Затем я отправляюсь к архитектору, которого прошу, чтобы он составил мне проект моего дома мечты. Но, к сожалению, я забываю позвонить строительной организации. И, к сожалению, я не действую. Я не начинаю запускать этот механизм, чтобы реализовать мою виллу мечты. Пожалуйста, поставьте двоечку, если вы поняли, насколько важно
насколько важна связь этих трех компонентов, трех этих действий: цель, план и действие. Замечательно, замечательно. Я вижу, что все здесь понятно. Давайте теперь поймем, основываясь на всех тех знаниях, которые вы получили во время нашей рабочей недели. На следующем слайде что мы видим еще в плане? Значит, наш план мы даем вам сами, то есть план именно компании. Как только у вас в голове уже нарисовалась ваша цель, ваша мечта, мы даем вам инструменты, необходимые инструменты. Это 8 правил частного инвестора, это 4 системы. То есть вот эти все темы, которые мы изучили, например, на этой неделе. Для того, чтобы пригласить людей на встречи. Также вы должны понять уже, насколько важен наш проект. И последний кусочек нашего треугольника – это действие. Поэтому на следующем слайде в действиях мы уже увидим, что очень важно, так как я являюсь новым партнером, я начал только заниматься в марафоне, участие принял в марафоне, я понял, насколько важны эти знания, которые нам передают спикеры. То есть я учусь, изучаю все техники, которые нам представлены во время сессий, таким образом вовлекаю других людей, чтобы они участвовали в нашем бизнесе, чтобы они осознали нашу миссию, нашу цель. Таким образом, я учу их тому, что сам изучил. А затем вещь, которую нужно обязательно делать, это делегировать работу. То есть то, что я изучил, затем то, что я преподал другим людям, мы должны дать людям цели, этим новым партнерам. А затем идет следующий шаг. Это контроль. То есть мы должны контролировать, чтобы они выполняли домашнее задание. О том, что они применили на практике все то, что мы им дали, что мы им презентовали, что они начали действовать. И контролировать, что они достигли результата. И таким образом, шаг за шагом, при помощи этой формулы, я вам скажу так, невозможно не достигнуть успеха благодаря этой формуле. По бокам этого треугольника я бы захотела добавить еще и некоторую ценность. Как мы видим, слева я поместил веру. Потому что если мы сами не верим в то, что мы делаем, значит, мы не верим, у нас нет веры. И поэтому мы очень слабые. Мы не верим ни в себя, ни в проект, который должны продвигать.
Поэтому таким образом мы не сможем достигнуть успеха. Справа от треугольника вы видите слово «постоянство». Постоянство именно в работе. И чтобы могли мы преодолеть все наши трудности на пути, которые могут нам встретиться сложности в управлении нашего времени, вы помните, это, когда мы должны управлять им. Также сложность практиковать 8 правил частного инвестора. А также сложность в том, это быть лояльными именно с самими собой. Потому что мы должны помнить, если вы практикуете 8 правил частного инвестора, вы делаете это для себя. Вы это не делаете для тренеров, для спикеров, потому что мы вам объясняем, как они работают. А также внизу треугольника, в основе треугольника, на следующем слайде я добавил решимость. Решимость – это огромная ценность, которая должна быть у каждого из нас. Решимость – это наш бензин, это наше топливо. Решимость – это тот фактор, который дает дополнительную ценность, которая нас отличает от других. И таким образом мы становимся великими лидерами благодаря решимости. Решимость позволит достигнуть нам нашего успеха. Решимость никогда не даст нам сломаться. Сломаться перед всем тем негативом тех людей, у которых нет определенного и нужного образования, а также знаний, которые помогли бы им вести такую здоровую и хорошую жизнь, полную радости и счастья. Поэтому если мы сейчас объединим эту формулу и попробуем повторить все, формулу треугольника успеха. Эту формулу вы можете применять в вашей работе. В любом секторе, абсолютно в любой сфере. В многоуровневом краудинвестинге. И даже в семье и в каких-то ваших личных отношениях. Итак, как мы знаем, вверху у нас цель, наша мечта. Как сказал Гарри, очень важно визуализировать нашу мечту. Затем мы переходим к плану. Абсолютно не нужно ничего придумывать и изобретать, потому что план вам предоставляет компания. Сейчас вы его изучаете, участвуя в марафоне. Затем, третья вещь, самая большая часть треугольника, основа, это действие. То есть учиться, учить, делегировать и контролировать. Поэтому у меня есть вера, у меня есть постоянство в работе. Каждый день я выполняю свою работу, выполняю свое домашнее задание. И поэтому я решим. У меня есть решимость, и я уверен, что я достигну моего успеха.
Это магическая формула, которая вам будет необходима, чтобы достигнуть успеха в любой сфере, там, где вы примените этот треугольник. И я вам скажу так, что это просто невозможно не достигнуть успеха, если вы будете следовать всем тем правилам, которые изображены на этом треугольнике. Попробуйте вы также для себя нарисовать этот треугольник вот именно в том представлении, которое я сегодня вам показал. Потому что это действительно ключ успеха, который я собрал из всех мотивационных книг. И давайте теперь перейдем к следующему слайду. Никогда не забывайте, что нужно пить воду, насколько это очень важно. Итак, самое интересное, домашнее задание. Запишите в блокнот причины, почему вы хотите изменить вашу жизнь. И очень важно, перед тем, как вы запишете эту причину, вы должны быть искренними с самими собой. И вы должны придать определенную ценность именно вот этой фразе, этим словам. Необходимо задавать себе вопросы. Иногда нужно спросить у самого себя, чего же мне не хватает, чего я хочу достигнуть. Во время этой недели мы смогли вам показать, насколько важен важен план, чтобы достигнуть финансовой независимости и свободы, и насколько важно иметь свой личный план финансовый. А также второе домашнее задание – это прочитать биографию, либо почитать книги людей, которые написали свою историю. Скорее всего, вы заметите, насколько были решимы эти люди, насколько они были готовы достигнуть своего успеха и достигнуть цели, а также вы сможете увидеть их веру и также постоянство и упорство, чтобы преодолеть все те сложности и трудности, которые они встретили на своем пути. Возможно, вы заметили на слайде, о котором вам показывал Гарри, что у этих людей у всех есть проблемы физического характера. Поэтому почитайте книги этих людей, как Ник Вучич, Муниба Мадзари и Манис Джоши. Эти люди смогли достигнуть успеха, потому что они следовали всем тем правилам, которые я сегодня вам показал. Пожалуйста, я вас прошу, поставьте мне 10, если вы поняли, насколько важна эта формула треугольника успеха. А теперь поставьте 1, если вы считаете, что эта формула абсолютно не работает. Вау, я даже вижу 100, кто-то ставит. Мне очень приятно видеть ваши десятки, я очень рад.
И я очень рада, что у нас вот есть вот это взаимопонимание даже на международном уровне. Потому что очень часто из-за перевода теряется ценность какой-то темы. Поэтому я очень рад, что вы поняли сегодняшнюю тему, потому что это очень важно. Это то, что вам дает дополнительную возможность, чтобы достигнуть вашего успеха. Это позволит вам действовать. Действовать по всем тем планам, которые вам предоставит наша компания. Достигнуть вашей финансовой независимости и свободы, реализовать все ваши мечты и желания. За самый короткий период времени. Потому что время, его вернуть нельзя. Поэтому я вам желаю достигнуть вашего успеха как можно быстрее, а также ценить ваше время. Ценить людей, которых вы любите, ценить те вещи, которые вам нравится делать. Как только вы сможете дойти до конца, довести какое-то дело до конца, либо закончить этот марафон, то есть финишировать, мне кажется, любой, кто участвовал в этом марафоне, он уже победитель. Вы являетесь автором вашего успеха. Мы за эту неделю как вы видите, в конце у нас есть подытог недели. Мы за эту неделю говорили о многих важных вещах. В особенности о системах, о правилах, которые помогают вам перейти на новый уровень личностного роста. И поэтому я бы хотел, чтобы вы поставили оценку от 0 до 10. Оценку всем тем темам, которые вы получили во время этой недели. Пожалуйста, не могли бы вы оценить? Невероятно! Я вижу все ваши десятки, от кого-то 9, 100, 1000. Идеально, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. И теперь я вижу, что мы с вами находимся на одной волне. И то, что мы с вами поняли, насколько важна наша работа, а также насколько важны наши действия. И, конечно, я уверена на 100%, что все мы с вами добьемся нашего успеха. Я бы хотела закончить сегодняшнюю сессию одной важной вещью. Действия, которые должны выполнить каждый из вас. И я также вам бы порекомендовал разделить это с максимальным количеством людей. С вашими партнерами, с вашими новыми коллегами. Вы должны пригласить всех
для участия. На событие, на информационное событие, которое будет проходить завтра, в субботу. Это событие будет организовано и представлено некоторыми лидерами нашей компании. Но очень важно ваше участие, потому что Андрей Хавратов хочет поделиться с очень-очень важными новостями с вами. Новости будут касаться именно работы, которая сейчас происходит в компании. Но также мы будем говорить о работе, которую мы выполняем на благо вашего будущего. Поэтому мой совет, который я хотел бы вам всем дать, участвовать в этом мероприятии, а также пригласить всех людей, которые входят в вашу структуру. Потому что таким образом люди смогут понять, насколько это все ценно, что создается для нашей компании, для наших людей. И поэтому чем больше людей будет на данном событии, на данном мероприятии в субботу, тем больше людей начнут действовать, двигаться вперед. С завтрашнего дня начинается эволюция нашей компании. Вы знаете, надо мне уже закрыть рот, потому что я боюсь, что сейчас расскажу какие-то секреты. И смогу вам сейчас представить все новости, которые мы хотели бы рассказать вам завтра, поэтому мне нужно помолчать лучше. Иначе меня уволят. Поэтому я приглашаю вас всех завтра, чтобы разделить этот опыт и всю эту радость вместе. Это позволит нам, позволит всей нашей команде начать новый путь, который поможет нам стать великой сетью. Я бы даже назвал это VIP-сеть. Ой, вы знаете, я уже слишком много болтаю. Не знаю, что мне за это будет, конечно. Ладно, завтра вас ждет очень много всего интересного, много сюрпризов. Огромный рост для всех вас, который позволит достигнуть великих результатов в сети, а также достигнуть всех целей, которые мы себе поставить, набрать 10 миллионов участников в нашу сеть, в нашу компанию. А также достигнуть невероятных результатов личностного роста для нашей финансовой свободы и независимости. Поэтому я вас прошу, помните о формуле успеха, о треугольнике успеха. Я вас благодарю от всего сердца за ваше участие. Я всегда с удовольствием делюсь с вами всеми моими знаниями. И я благодарен за эту возможность, что я могу участвовать именно на международном уровне как спикер. Для меня вы все великие чемпионы, потому что вы участвуете в марафоне, а также в создании вашего успеха. Спасибо еще раз всем вам.
и увидимся завтра. Пока-пока.